Пойдем выпущу. Пошли. Двери немного, наверное, приоткрыты были. Материал. Недавно совсем рассвело. Я уже так в полудреме лежал. Так, печка теплая еще, в принципе, теплая. Хотя помещение, ну так, стало попрохладнее. Ну как, нормальная температура, я даже не укрывался. Ну просто, чтобы было жарко до этого. А теперь нормально. Ну еще уголек есть. Есть охота. Сейчас растоплю и буду завтракать. А заодно за вчера еще тоже позавтракаю, пообедаю и поужинаю. Подбрасывал пару раз. Один раз в 12 часов ночи услышал, что, вернее, не услышал, чтобы дрова трещали. Понял, что прогорели, посмотрел, и как раз примерно так же все прогорело. И так внизу немножечко угольков. И их хватило, чтобы разгорелась следующая партия дровишек. А потом, не помню, даже не смотрел на часы, но еще раз подбросил я. Цветочек вырос прямо возле самой избушки. Ну а пока плов разогреется, почищу бурячок, порежу его с чесноком и с оливковым маслом. Будет нормальный такой салатик, полезный и вкусный. На улице прохладно, и самому неохота выходить, и понимаю, что рыба тоже, наверное, в такое время так рано не клюет, ждет, пока солнышко выйдет. В общем, сделаю прикормку, закормлюсь, потом сам поем и попробую половить, пока дождя нет, потому что обещают все прогнозы на сегодня дождь. Давай, открывай, открывай. Выходить умеешь, а заходить. Пойдем, Карлос, пойдем. Пойдем покормим рыбку. Да не, рыбку покормим, не тебя. Шансов, конечно, так мало, что здесь будет клевать. Но попробовать стоит. Так, ладно, пусть настаивается. Терпеть уже нету сил. Буду насыпать. Да, факир был пьяный, фокус не удался. Не совсем такой золотистый цвет, как должен быть в оригинале. Но, в принципе, тоже неплохо. Все потому, что невозможно было такую температуру нагнать, чтобы хорошенько все поджаривалось. Овощи, мясо. Маслица. Так, ну все, приятного аппетита. Нормально. Поели, можно и поспать. Наелся, наверное, на целый день налопался. Еще вот собрал контейнеры на работу. Ух, блин, чуть не уронил. Видите, что на улице творится?
Прогноз погоды снова на высоте. Говорит, с утра дождь будет целый день. Думал, просижу в домике весь поход. А вот распогодилось. Нужно идти рыбку ловить, но прежде, наверное, высажу аккумулятор на пиле. Не зря ж я сюда тянул электричество. Вот. Помою казанок, посуду. И попробую все-таки пройтись. Есть надежда на рыбалку, раз распогодилось. Солнышко, может быть, плотва активируется. Она может подходить да и на мелководные участки, когда солнце там быстро прогревается, вылазят всякие жучки, и она их поедает. Но здесь все равно забрасывать, очень неудобно, все камышом заросшее, не заросшее, а прибито к берегу. Пойдем на улицу. Я понимаю, тут тепленько, тебе нравится. Там тоже тепленько, солнышко. Пошли. О. Вот какая красота здесь. Солнышко. Ну как здесь забросить удочку? Точно пообрываю сразу. Так что сейчас мою посуду, режу дровишки и попробую порыбачить. Пройдусь туда, в ту сторону. Прикормка готова, уже напиталась. Сначала порежу те, которые здесь валяются по двору, можно сказать, на прилегающей территории, чтобы порядочек потихоньку наводить. Потом буду с того места перетягивать, где была землянка. Там тоже нужно в итоге придумать, как использовать место, разровнять площадочку, может быть. Даже не знаю, что там можно сделать. Даже как вариант тренажерный зал. Есть такие мысли, сделать какие-то штанги из бревен. И можно заниматься, делать зарядку, заниматься спортом. Засыпало снегом, так и пролежали здесь. Более-менее сухое бревнышко нормально режет, если учитывать, что это самая дешманская пила, которую только можно найти в Китае. И сколько я ее уже перерезал, этих чурок. Шина уже кривая, косая. Если шину заменить, будет вообще хорошо резать. Карлос, у тебя солнечные ванны. Загораешь? Ох, клещей с тебя собирать потом. Не помогают никакие пшикалки, спреи от клещей. Все равно лезут, цепляются. Вот это пенечек.
Так-то дровишки уже и не нужны, скоро потеплеет, только для приготовления пищи. Да, погодка, конечно. Если бы я знал, что будет так солнечно, а не дождь целый день, лучше бы я сегодня приготовил здесь на костре плов. Явно удобнее было бы готовить. Так, ладно, буду делать прикормку. Вернее, она уже почти сделана, еще там добавлю пару других сортов и отправляюсь вдоль берега искать плотву. Вот так. Пойдем, Карлос, на рыбалку. Так, спокойней. Ну хватит, хватит. Рыбу все распугаешь. Идем. Я решил полностью собраться, чтобы, если на этом месте клевать вдруг не будет, буду потихоньку перемещаться. Мест будет предостаточно по дороге домой. Наверняка где-то должна откликнуться в такую погодку и само время. Все, пойдем. В комментариях спрашивали, почему больше не снимаешь в 360 градусов. Я с удовольствием бы снимал, мне нравится этот формат, интересно, когда можно крутить камерой туда-сюда. Но и, кстати, очень многим людям тоже понравилось. Некоторые писали, что плохое качество. Это так и есть. Плохое качество — это если большой телевизор или там монитор огромный. А в принципе там, ну понятно, телефон, планшет, ноутбук. Я думаю, что достаточно и такого, как я делал. А у меня это максимально 6К разрешение. Но его желательно бы делать 8К. Но мое компьютерное железо не тянет такой монтаж 8К. Поэтому пока я не обновлюсь, наверное, не буду делать 360 градусов. Хотя, если напишите в комментариях, что в принципе смотрибельно, можно смотреть, то попробую. Кстати, как вариант, сейчас вот я пришел к месту. Сейчас покажу, что здесь и как. Вот такое местечко. По-моему, здесь есть глубина сразу. Камыша нет, можно пробовать. Так вот, кстати, здесь можно и попробовать заснять рыбалку 360 градусов. Вы будете смотреть по сторонам, вот как сейчас, например, повернули, и можно увидеть, как хищная птица летит, понаблюдать за ней. То это ястреб. Тут есть и орлы, крупные такие. Это небольшая птичка какая-то. И в любой момент вы сможете посмотреть в любую сторону. Например, как я там забиваю прикормку в кормушку, или там как насаживаю наживку и так далее. Вот. А потом смотреть, куда забросил, как вываживаю. То есть в любой момент повернуть камеру, куда вам захочется. Ну да ладно, это-то я сделаю отдельным роликом. Ну а сейчас будет рыбалка в обычном виде. Из наживки у меня только опарыш, пинка мелкий. Прикормка затемненная грунтом сыпучка. Начну с удочки. В принципе, если плотва есть и она хорошо будет клевать, то на удочку можно наловить намного больше, результативнее, чем на дальний заброс. Потому что не тратишь время на забивание кормушки, на выматывание лески, если далеко забрасываешь. Главное, чтобы она подошла на прикормку сюда поближе, чтобы глубина позволила. Прямо непосредственно в нерест она, конечно, подходит прямо под урез воды. Она не рестится в корнях деревьев, в траве прибрежной. Вот.
Ну а сейчас еще прохладно. И она, скорее всего, сегодня не будет нереститься. Поэтому не подойдет очень близко к берегу. Еще плохо, что здесь был берег совсем недавно. И там росло много всякой растительности. Такой не водяной, а земной. Теперь можно цепляться за нее постоянно. Вот она глубина. Чуть меньше метра. Маловато, конечно, но попробовать можно. Если что, заброшу фидерную снасть. Или же есть пружина с короткими поводочками. Тоже можно попробовать. Ну а пока на удочку. Ветер какой поднялся. Сначала забрасываю поплавок, чтобы видно было, куда прикармливать. Потому что если закормить дальше, это хуже. Лучше чуть-чуть не добросить. Тогда рыбка будет все равно крутиться, на запах подходить. А если дальше, то сюда на мель она уже не выйдет. Чуть не сдуло штатив. Я вот знаю несколько мест, в которых из года в год, вот в такое время преднерестовое, ловят плотву. И я там постоянно ловил плотву, и ловится она просто как с пулемета, одна за одной. Не понимаю, неужели это именно, ну, возможно, это какие-то места нерестилищ, где она собирается большими группами, поэтому так хорошо клюет. А если здесь и не подходят условия для нереста, то ее здесь может и не быть. Снова не задалась рыбалка у меня. Ветер сильный, ни одной поклевочки, ни на фидер, ни на поплавок. Наверное, это не то место, где собирается плотва перед нерестом. Если удастся попасть мне туда, где я регулярно ловил плотву весной, то, конечно, запишу видео в 360. Вот. Ну а если нет, то на этом и буду с вами прощаться. Всем мира, здоровья и добра. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Ой, застрял. Карлос, давай вперед.